Приветствую вас на второй части по Stardew без фермерства, товарищи. Если честно, не ожидал, что первая часть так всем понравится, но я не против довести это прохождение до конца. В этом ролике немного изменятся правила, ведь как многие подметили, фермерство это то, что прокачивает этот навык. И с одной стороны так оно и есть, и я могу понять недоумение многих комментаторов по этому поводу. А с другой стороны я пытался руководствоваться какими-то странными мыслями. Нет, ну вы посмотрите. Увидел я на картах, значит, осетровую ферму, и подумал, что краболовные ловушки в старте будут являться фермерством. Да уж, вот такой вот нелогичной логики я раньше придерживался. Поэтому с этого момента я официально могу ставить краболовные ловушки и рыбные пруды. Но поставлю ли я их? Или все так же продолжу зарабатывать ручным трудом? На всякий случай напомню, что мне предстоит... Так, стоп, это вообще что такое? А ну-ка. Вот. Мне предстоит выполнить все указанные цели в этом прохождении, и только тогда оно будет считаться завершенным. То есть поднять все навыки на максимальный уровень и получить их мастерство, выполнить все цели гильдии, сдать все экспонаты в музей, поймать всю рыбу, получить все звездные капли, все способности и так далее. Возможно, в этом видео мне удастся сделать то, чего вообще толком никто не ожидал. Так что желаю приятного аппетита всем, кто кушает, и приятного просмотра. С самого утра ко мне завалился Кент, просто дав о себе знать. Уже второй год подряд я держу своего персонажа в рабстве и не даю ему выходных. Этот день не исключение, поэтому я снова отправляю его в шахту. Видать, я где-то выкинул до 20 на удачу. Иначе не описать, почему в первый же день второго года мне падает 2 иридиевых слитка с обычного слайма. За 33 дня я забыл, как играть в эту игру, из-за чего сломал свой же росток дерева. Выполнив утреннюю рутину, я снова побежал в шахту, но тут меня встретила неудача на первом же этаже. Однако все же 20 этаж был самым удачным, потому что мне наконец-то выпало кольцо удачи. Целый год за ним охотился, ей-богу. Гуляя по ферме, обнаружил сломанную сорняком дорогу. Я вообще о них забыл, придется убирать их. Пока занимался чисткой, мне в голову пришла идея сделать еще 100-500 подсочников, поэтому на какой-то момент я отвлекся на них. Заодно решил срубить лишние деревья, за что получил книжку. В конце дня решил поставить еще несколько грибных пней. Видать, вся моя удача на год ушла на кольцо удачи. Иначе не объяснить, почему мне попадаются иридиевые залежи только на 40-х этажах. Наконец-то я увидел нужный мне предмет у странствующего торговца, из-за чего сразу поспешил купить его. Правда, мне понадобится немного больше 5 свекол, но этот момент мы опустим. С утра ко мне обратилась Эмили с внезапной просьбой об абрикосе. Я, конечно, принял это задание, но выполнять в ближайшее время не планировал. Забежав к Лее, она спросила меня, почему мне захотелось стать фермером, на что я ей нагло соврал. Но не буду же я говорить ей, что я мечтал выращивать каннабис, а в игре его нет. Игра решила оправдать малое количество иридиевых залеж радужным осколком. Ладно, прощу на первый раз. И вот походу я наныл, потому что в конце дня мне выпало еще 2 осколка подряд. Больше не жалуюсь. На 10-й день я решился потратить чуть ли не половину своих накоплений на краболовные ловушки. Также в шахте мне выпал какой-то интересный меч с вампирскими чарами. Решил придержать его у себя. На 11-й день наконец-то пошел долгожданный гром, которого мне не хватало уже как 2 сезона. Собрал свою первую и не очень рыбу из краболовных ловушек. Заработал на этом вполне неплохие деньги. С утра Льюис оповестил меня об очередном яичном фестивале. Но мне это было совершенно неинтересно, ведь в 20 метрах от меня были драгоценные аккумуляторы. Всего у меня вышло 13 штук. 8 из них я потратил на кристалляриумы, как-никак пассивный доход. Остальные же 5 штук я потратил на починку билетного автомата. И с этого момента я по факту мог в любой момент починить лодку и отправиться на Имбирный остров. Но сначала решил закончить кое-какие дела на основном. Кстати, про них. В этот же день в шахте я выполнил аж 2 цели по убийству монстров. Теневики и копашки. Утром Вилли прислал мне рецепт рыбной похлебки. Приятно, но им я не воспользуюсь. В шахте я выполнил еще одну цель по убийству монстров. Последнюю в долине Стардию. На 43-м этаже нашел экстрактор семян. Стало жалко оставлять его тут, поэтому я оперативно прикарманил его. По пути к Робусу у меня запустилась странная катсцена с Абигейл. Но серьезно, сначала вокруг могилки крутимся, а потом где-то в кусте. В ящике увидел письмо с предупреждением о предстоящем вкусном фестивале. Надо будет на него сходить. На фоне танцующего краба решил дочинить лодку, чтобы в скором времени отправиться на Имбирный остров. Решил по приколу поставить бомбу в центре города, а она возьми и взорвись. Не ожидал, что игра позволит мне это. Придя к странствующему торговцу, я в очередной раз не обнаружил ничего, что помогло бы мне закончить квесты. Вечером решил проложить дорожки между деревьями, чтобы не появлялось лишних шишек. Гравийные тропинки мне не понравились, поэтому решил поставить каменные. В катсцене починки лодки увидел ачивку о миллионе на счету. Осталось 9. Утром бабуля попросила у меня лук-порей, хоть что-то, что я смогу с легкостью сдать. В 10 утра мне напомнили о пустынном фестивале, но на сегодня у меня уже были планы.
Чуть не упав в сон от усталости, я успел доделать дорожки. Да не эти же. Сегодня я захотел посетить пустынный фестиваль, поэтому после утренней рутины я сразу же направился к Алика. Тут я и рыбачил по квесту Вилли, и пользовался фрибетами на ставках, и вкусные блюда ел, и в шахту ходил, в которой мне, кстати, очень везло на яйца Калика. Ну и за свой яичный рейтинг я получил 50 дополнительных яиц, которые я сразу же обменял на загадочные коробки. Увидел у странствующей торговки радужную ракушку, которая мне очень нужна. Решил сразу же ее прикупить. После такого не обидно пойти спать. Дожидаясь автобуса, решил запитать камеру в туннеле на дороге. Можно потихоньку начинать выполнять квестики. После очередного дня на фестивале снова закупил загадочных коробок. У странствующего торговца попался нужный предмет. Вот бы всегда так везло. Решил напоследок забежать к Эмили. В итоге она переодела меня в типичного нефора нулевых. Сохраню из этого футболку. Впервые увидел какого-то кактусовода, а после разговора с ним получил... Не, после такого в бога верить начнешь. На этом пустынный фестиваль закончился. С утра пришло сразу два письма. Первое от Пьера с его букетами, а второе от Абигейл, в котором она приглашает меня к себе домой вечером. Наконец-то занес Марни снов Амаранта, который она просила у меня 100-500 лет назад. Подумал сменить профессии в собирательстве, решив, что мне хватит дерева на долгое время. В горах меня встретила касцена с Абигейл, и в ней я сильно удивился. Ведь оказывается мой персонаж умеет играть на арфе, а не только быть долбоебом. Урель спрятал радужную ракушку по квесту мистера Ки и получил еще один квест. Заодно решил выловить резное ожерелье неподалеку. Зайдя вечером к Абигейл, она намекнула мне на любовь морковь. Ситуация слишком каверзная, я пошел. В конце дня решил сменить профессию на ботаника, посчитав это самым выгодным решением. Сидел и ломал голову, куда пропало ожерелье. Походу вчера Абигейл свистнула его. Вот такая у нее любовь, так и знал. С утра на меня напал целый гарем женщин. Сначала Абигейл с полуоправданиями, полусмущениями, а потом Лея с личной статуей для меня. Решил отдать букет Абигейл, чтобы получить возможность сделать с ней 10 сердец, но открыл для себя страшную новость. С какого-то перепугу она теперь моя девушка. Ну ничего, спустя пару инфарктов я все-таки смог убежать от нее. С утра Пьер попросил у меня сашими. Хорошо, что Линус когда-то дарил мне их. У продавца книг закупился тонной книжек, в том числе стариной тонконогом и лошадью и скачками, которых у меня ранее не было. У странствующего торговца обнаружил в продаже дары осени, на которые строил планы еще зимы. Конечно же, купил их. Решил, что этот момент наконец-то наступил. Неужели вы и вправду думали, что я не смогу добиться 10 уровня фермерства в этом прохождении? Забрав и использовав все книжки из своих запасов, я получил 4 уровень фермерства. Да, мало, но это хоть какое-то продвижение к пещере мастерства. Дома у Эмили решил воспользоваться швейной машинкой и наконец-то сделать себе одежду благодаря тем самым дарам осени. Не самая красивая, но немного сочетается со шляпой, так что я доволен. В конце дня снова увидел то, что казалось невозможным. Жаль, конечно, что не 10-й. А неплохо так я получаю за один день. Решил наконец-то сходить к Линту и расколоть все имеющиеся древние клады. Заодно решил расколоть магма-жиоды, с них тоже неплохой доход. В шахте выпал очередной перстень преодоления. Прямо таки задаривают кольцами этой весной. Нет, ну так до 10 миллионов точно недалеко. С утра Кробус прислал мне красивое письмо, от которого я вначале удивился. После этого пришло напоминание о цветочных танцах. Перед цветочными танцами решил сделать несколько грибных пней и поставить их. Мне нужно больше денег и грибов. У Пьера закупил целую тонну цветов. Куда-нибудь их наставлю. На цветочных танцах показал Абигейл, где раки зимуют, и пошел танцевать с Леей. Надеюсь, мне не свернут шею. Решил поставить таким образом все цветы, потом переставлю. Прикупил у продавца книг копии книг. Как-никак фермерство повышать надо. Сходил к Линту и расколол загадочные коробки, получив много разного добра. Взял все накопленные книжки и использовал их, получив ровным счетом ничего. Примерно такое лицо у меня было в этот момент. Решил построить стойло, поэтому забежал к Робин и отдал 10к с ресурсами. Нашел у странствующего торговца еще одну свеклу. Осталось 4. Решил, что это время настало. На Имбирном острове я первым же делом принялся раскапывать все, что можно, в поисках золотых грецких орехов. Правда, я забыл, что конкретно в этой локации их вроде бы нет. В 12:40 по местному времени я получил свой первый золотой орех. Правда, через 10 минут я сразу же его слил, но это была необходимая мера ради катсцены. Весь оставшийся день я собирал орехи и бегал по локации, так как вулкан я не мог пройти, потому что забыл лейку. Если не учитывать эту глупость, то первый день прошел неплохо, ведь я сразу же открыл доступ к западной части острова. В час ночи мне пришлось возвращаться в долину Стардю, ведь ферма на Имбирном острове еще не готова, а спать где-то и как-то надо. Решил дать своей лошади имя. Будет постером, не знаю почему.
На Имбирном острове решил пройти загадку с кристаллами, сразу же продемонстрировав свою прекрасную память. Однако все же у меня получилось ее пройти, за что получил 3 ореха. Починил гавайский домик за 20 орехов, получив возможность спать тут же. С утра заглянул к некой пташке и поболтав с ней, получил что? Ну конечно же квест, не интимные фотки же. Вернувшись на свою ферму, сделал аж 17 кристалляриумов. Нормально так аккумуляторов у меня покопилось. В лесу попалась довольно интимная катсцена с Леей. Персонаж не перестает удивлять. Начал потихоньку выполнять квест пташки и говорить со всеми подряд. С Кентом, с Гасом, даже с Сэнди, который я ни разу не заходил. Все это дело остановилось только на волшебнике, которым я точно так же не заходил за 5 сезонов. Попалась довольно личная катсцена с Льюисом и Марни. Уже даже не понимаю почему. В конце дня решил сделать еще немного грибных пней и с чистой совестью отправился спать. Пора подводить итоги весны. Я изучил пару новых навыков, докачал дружбу с одним из жителей, заработал свой первый миллион и выполнил почти все цели по убийству монстров. Также я начал прокачивать фермерство без фермерства и открыл доступ к Имбирному острову. Летом будет забот полон рот. И да, хоть в целях и нет ничего про Имбирный остров, но я просто не могу не прокачать его, поэтому можете считать это негласной целью. Ладно, не буду тянуть, приступаем к лету. С утра ко мне зашла Лея, позвав на площадь в 3 часа дня. Отдав червячка Вилли, я получил пиратский медальон. Наконец-то можно закончить этот квест. В 3 часа дня я зашел на площадь, и у меня появилась катсцена с Леей и ее выставкой. Ничего особо примечательного, но вот та статуя рофельная. Забрал медную лейку у Клинта. Выглядит довольно смешно на фоне иридиевых инструментов. На Имбирном острове был дождь, из-за чего пташки не было на месте. Обидно, придется сдавать квест завтра. Немного прогулялся по вулкану. Пора бы начинать собирать уже все орехи в нем. Отдал пташке пиратский амулет, закрыв квест и получив хорошую награду с катсценой. Пришел в домик Лео во 2-й раз, получил катсцену. Видимо, стал другом птиц. Прошел полностью вулкан и получил возможность улучшать предметы на кузне. Решил совместить иридиевый перстень и кольцо удачи. С утра решил потратить 5 орехов на постройку торговой хижины. Правда, ничего полезного в продаже я не обнаружил. Через несколько минут починил мозг месту для раскопок за 10 орехов и сразу же пошел добывать все кости. Взорвал большой камень, за которым сидел профессор Улиткинс, из-за чего началась катсцена. И еще одна, но уже в палатке. Вообще, из-за этой палатки я смогу получить больше 10 орехов, так что это был хороший обмен. Починил мост в вулкане за очередные 5 орехов. Не самая полезная покупка, но в целом я не против. Купил у дварфа с Имбирного острова охотник за алмазами. Теперь алмазов станет еще больше. С утра ко мне пришло письмо с просьбой поймать иглобрюха от Диметриуса. Ладно, может быть, сделаем. Приехал к Клинту и отдал ему позорную медную лейку на улучшение. Также решил расколоть все подряд, что было в моем сундуке. Вот тут вы можете наблюдать за поведением обезьяны, пытающейся сломать лошадь то киркой, то топором. У Диметриуса и Робин я застал катсцену, где они спорили о том, что же такое помидор. Вот людям делать нечего. Получил на промывке руды очередное кольцо удачи. Кажется, я знаю, куда я его применю. На вершине вулкана увидел отсылку на террарию. Но шел я сюда не за этим, а чтобы сделать еще такое же кольцо, как и прежде. Ну а что такого? Имба ведь. Выпали сапоги из драконьей чешуи. Начинается путь в Давакины. За 5 орешков купил быстрый выход из вулкана. Вечером снова добрался до вершины вулкана. И в этот раз решил зачаровать кирку. Выпали эффективные чары. Не самые лучшие, но сойдет. С утра решил начать рыбачить на Имбирном острове, чтобы получить одну из конечностей для полевого офиса. Попутно мне попалось несколько золотых орехов и новый вид рыбы. Перековал кирку и в этот раз получил мощные чары. Как раз то, что нужно. Вернувшись в долину Стардия, я увидел письмо, в котором оповещают о грядущем Луау. Хорошо, что у меня есть магмовые грибы. Решил сделать еще несколько кристалляриумов, но столкнулся с тем, с чем вообще не ожидал столкнуться. У меня закончились золотые слитки. Хватило всего на 3 кристалляриума. Заглянул на Луау и кинул магмовый гриб в суп, за что в очередной раз получил лучшую оценку. Сделал еще 13 кристалляриумов. Скоро целый склад будет забит ими. Купил у странствующего торговца ретро-каталог мебели, ведь домик надо как-то обустроить. Принес кленовый сироп в тайный лес, за что получил новую способность и забавную катсцену. Весь день я занимался улучшением своего дома, не зря ведь покупал каталог мебели. В итоге вышло как-то так, вроде бы красиво. Это ж сколько я сюда не ходил. Утаж 15-го дня был утерян, но и событий там был только зеленый дождь и квест от Кента, поэтому вы потеряли немного. Забрал у Клинта свою золотую лейку, импакт от которой будет равен иридиевому промывочному ковшу. Занес мумифицированную лягушку в офис, за что получил орешек. Решил наложить чары на мотыгу, и можно сказать, мне повезло с первого раза. Вечером занес еще один скелет, но уже летучие мыши.
Награда осталась той же. Интереса ради решил посмотреть, сколько золотых орехов я уже собрал. Я запрещаю вам шутить про это. Облил огурца, а он орехами меня кормит. Я так скоро все инструменты зачарую. Правда, с удочкой мне не повезло, ее придется перезачаровывать. С утра решил навестить Гюнтера и сбагрить ему парочку артефактов. В полдень решил, что мне пора снова заняться рыбалкой, потому что моя коллекция пойманных рыб явно страдает. Ой, не та игра, минуточку. Наконец-то починил мост на пляже. Как же долго я про него забывал. Конечно же, починил я его не просто так, а ради очередной легендарной рыбы – багряника. Посиди в аквариуме. Наконец-то выловил иглобрюха на второй год, заодно занес его Диметриусу. Урельс открыл проход к хижине ведьмы и сразу направился туда. Первым делом я сразу же начал рыбачить. Как иначе-то? Поймав новый вид рыбы и следом за ней майонез пустоты, я сразу направился к этому шизику и отдал ему майонез. В хижине ведьмы я забрал чернила волшебника и случайно наступил не туда. Увидел катсцену с волшебником, в которой он открыл мне доступ к этому мистическому аппарату. Охуеть тут цены. Не, мне такого не надо. До свидания. С утра начался форелевый турнир, но я решил не идти на него. А то, зная свою удачу, мне бы целый день попадался только мусор. Утром мне пришел даже не квест, а скорее требование от мэра. Подумаю над этим. В лесу попалась катсцена с Леей и ее бывшим. В выборе мой кот запрыгнул на стол и нажал на ударить. Честное слово, я тут ни при чем. Зашел к странствующему торговцу и увидел альманах. Купил одну штуку, и он почему-то никуда не пропал. Купил еще и еще. В итоге понял, что у него бесконечное количество альманахов в ассортименте. На радостях потратил 300 тысяч золотых на покупку до 10 уровня. Только меня преследовало ощущение, будто я где-то забагаюзил. Ведь это просто нереальная имба. Дома увидел, что у меня уже появилась полоска мастерства, которую я понемногу прокачиваю. В пещерах выбил дайджест драчуна. С этого дня я официально книжный червь. В конце дня выбрал профессию «Золотые руки» в фермерстве. Правда, не думаю, что она хоть как-то повлияет на мой геймплей. В тайном лесу опять выпала книжка. Еще разок оправдал звание книжного червя. И еще одна, но уже на Имбирном острове. Утром забежал к мистической древней лягушатине на Имбирном острове и послушал про ее пожелания. Ну, как бы я ни хотел, выполнить их я не смогу. Так, либо я грибов перебрал, либо разраб, потому что с этой локацией явно что-то не так. А вам тоже из месторождений с мидиями падают алмазы? За 2 дня похода в шахту собрал 63 тлеющих осколка. Пригодится в будущем. Что тут необычного? Просто моя лошадь продала мне мороженое. Не удивляйтесь. И вот в очередной раз мне не повезло, из золотых кокосов ничего не выпало. Но сколько можно? На пляже попалась катсцена с Вилли, где в его доме оказалось тонна крабов. Конечно же, мы с Гасом их прибрали. Не пропадать же добру. Во второй раз встретил птицу самоцветом. Отнес его на нужный пьедестал. Может быть, даже в скором времени смогу закрыть эту головоломку. Выполнил последнюю цель по убийству монстров, за что мне даже дали ачивку в стиме. С утра встретил катсцену с Лео, где этот малышарик грустил о своем одиночестве. Вылезло сообщение, которое обрадовало меня не на шутку. Наконец-то мне выпала нужная часть скелета. Это был 13 или 14 по счету золотой кокос. Какой же я невезучий. Поехал в шахту на вагонетке, а тут катсцена с Абигейл. Мало того, она еще и в самый настоящий хоррор обернулась. Забрал в гильдии все награды за выполненные цели. Как приятно осознавать, что больше не надо так сильно фармить мобов. Забежал в пещеру мастерства и, недолго думая, выбрал шахтерское мастерство. В домике Леи и Диметриуса попалась катсцена с Мару, в которой Диметриус явно намекает, что мне стоит быть аккуратнее с его чадом. Жаль, хотелось распилить на циркулярном столе. Наконец-то вспомнил забрать плюшевого Джунима. Последнее, что оставалось сделать из секретных заметок. Видите напоминание о танце полуночных медуз? Вот и я вижу. Пора на следующий уровень пещер. Ну что, подводим итоги лета. Каким-то чудесным образом у меня получилось прокачать фермерство и даже первый уровень мастерства. Также я выполнил все цели по убийству монстров. Более того, я нашел еще парочку особых предметов и подружился еще с 4 жителями. Конечно, деньги пока что набираются медленно, но это поправимо. Ладно, поехали в осень. Наконец-то сдал оставшуюся часть скелета и получил необходимые золотые орехи. И часа не прошло, а я уже трачу их на постройку курорта. На самом деле мне нужен был не сам курорт, а пещера пиратов, в которой я добыл еще несколько орешков и новый вид рыбы. В конце дня на оставшиеся орехи построил почтовый ящик. Нашел кольцо Феникса в вулканических пещерах. Очередная безделушка для меня. Вечером забежал в пиратскую пещеру и успел на здешнюю тусу. С одним из пиратов трижды поиграл в дартс и все 3 раза выиграл, за что получил 3 орешка. И снова кольцо. Просто бесплатная раздача на спавне. Выпало неплохое и красивое оружие. Сохраню для коллекции. Днем выловил очередную легенду. Самую простую из всех. Пытался выфармить один из 2 последних артефактов. В итоге получил очередной манекен. Ну окей.
Поставил еще одну табличку и изменил прошлую. Теперь мне надо задарить всех этих ребят, ведь с прошлым я уже набрал максимальную дружбу. На площади была катсцена с Пенни и Джорджем, хотя еще минуты ранее она была в библиотеке. Вот такая она, мистика долины Стардио. С утра Гас попросил у меня омара, как-нибудь занесу ему. В пещере у карьера наконец-то выпал предпоследний артефакт для музея. Остался этот чудак, которого легче всего найти в пустыне Калика. На 7-й день осени у меня наконец-то пошел дождь, благодаря чему я поймал предпоследний вид рыбы. Теперь осталось дождаться зимы. Но вот снова я не сдержался и употребил немного грибов, потому что опять пошли какие-то трипы. Купил у Вилли 10 краболовных ловушек и парочку аквариумов. Краболовные ловушки я поставил в лесу, а аквариумы дома, конечно же. Занес Гасу омара, выполнив тем самым вчерашний квест. А вот и мои краболовные ловушки принесли желаемый результат. Теперь уже полноценно можно сказать, что осталось поймать только один вид рыбы. Опа, новый уровень мастерства. Приятно. С утра пришло напоминание о предстоящей ярмарке. На нее определенно нужно будет сходить. Взял квест со специальной доски объявлений на рыбалку на Имбирном острове, так как он показался мне очень легким. Пришел к Клинту, чтобы расколоть скопившиеся живоды. Да, я псих и просто 10 минут сидел и кликал КМ. Вопросы? Наконец-то насобирал иридия на статую короля дварфов, так как ежедневные бафы — это всегда хорошо. Полдень зашел в салун, а тут катсцена с Гасом. На Имбирном острове тоже катсцены не обделили, в этот раз слева. Появился выбор, а потом я вспомнил, сколько у меня часов в доте. Опять выпало красивое оружие, но не могу я удержаться и не взять его. Купил себе самые подходящие сапоги за 100 осколков. Решил перезачаровать удочку и кирку. В этот раз выпали полностью подходящее зачарование. Последний радужный осколок я потратил на зачарование топора, только тут мне не повезло. Выпали мощные чары. Выловил какой-то странный подарок, а это оказалась статуя той лягухи. Еще и выпал несколько раз, будет в сундуках валяться. Выполнил задание с рыбалкой, за что мне дали ачивку «Курьер». Получил фермерское мастерство в прохождении без фермерства. Вопросы? Дома сразу же сделал статую благословений, чтобы получать еще больше ежедневных бафов. Утром Вилли прислал мне классный аквариум. Как всегда, ведь только недавно купил несколько аквариумов. Ладно уж, убрал все старые в угоду этому. Получив благословение энергии, я сразу же отправился в шахту. И вот с проворной киркой и бесконечной энергией это прекрасно. Надо почаще практиковать такие походы. Сыграл русалке мелодию, за что получил аж целых 6 орехов. Еще немного осталось. Отнес предпоследнюю часть скелета в офис. Даже тут почти все завершено. Утром получил последний недостающий артефакт для музея. Сдал его в музей, но коллекция все еще не завершена, потому что один из артефактов лежит в сундуке. Снова взял квест на поимку рыбы. Уж слишком они простые. Что не день, то новый трип. Выполнил специальный квест, совершенно не потратив на него усилий. С утра увидел катсцену с Гасом, за которую получил старенький музыкальный аппарат. Сойдет, вписывается в стилистику дома. На ярмарке снова занял первое место, но проиграл все деньги в казино. В итоге пришлось снова зарабатывать жетоны, но уже в тире. Дальше казино меня не подводило. Купил все, кроме пугала, оно у меня уже есть. Одел шляпку с ярмарки на Фостера, будет ковбоем. Отдал последний артефакт и получил в награду последнюю статую и звездную каплю. Наконец-то можно забыть про музей. Закончил головоломку самоцветами на Имбирном острове, за что получил 5 орехов. Мне несказанно повезло, потому что я получил последний нужный скелет для полевого офиса. Занес его, получил катсцену и последние 3 ореха. По факту есть еще орехи на острове, но я не могу их получить из-за того, что там нужно заниматься фермерством. Поэтому мне придется прибегнуть к услугам этого попугая. Потратил 240 тысяч. Вечером купил фермерский обелиск за 20 орехов. Теперь можно бесплатно возвращаться в долину Стардио. Забежал в ореховую комнату Ки, посмотрел катсцену и сразу же взял квест на обычную шахту. 50 самоцветов — это 50 самоцветов. В конце дня? Что это вообще? Просто Мортис повалялся, у меня прибавились оставшиеся золотые орехи. Утром увидел какое-то письмо от Физа из Джоджо, которому предлагают решение моих проблем. Неужели Дота пропадет с компа? Починил попугайский экспресс за 10 орехов. Это была последняя покупка за орехи. Зашел в шахту и... Я так понимаю, героиновые приключения вообще не закончатся сегодня. Пришлось отдохнуть в бане после того насилия, что произошло со мной. Пэм нужен аккумулятор. Окей, принесем. Интересные уровни не заканчиваются. И мне это нравится. После убийства радиоактивного сблевыша получил свой первый самоцвет. Получил уже 3-й по счету уровень мастерства. И почти сразу же чуть не был убит. Пришлось бежать. Дошел до последнего уровня в обычных пещерах по квесту, за что получил ачивку и послание от Ки, что мне надо вернуться сюда завтра. Увидел катсцену с Эмили, где попугай сломал себе крыло. Видать, Вилли проказник прихватил себе парочку попугов с Имбирного острова, иначе не объяснить, что он тут забыл. Сдал квест на аккумулятор Пэм, получил за это жалких 400 золотых. Не, это просто умора. Буквально вчера отдал аккумулятор Пэм, так сегодня она мне его возвращает. Ну и для чего это было? Я как бы не хвастаюсь, но вот настолько красиво это выглядит раз в 5 дней. Днем взял довольно трудный квест от Ки,
за который дают неплохую награду. Также прикупил себе лошадиную дудочку на награду от предыдущего квеста. Теперь Фостер будет всегда рядом со мной. Только зашел в шахту, а уже словил сердечный приступ. Вот такое я точно не ожидал. Взял боевое мастерство, в надежде на то, что скоро я выбью какой-нибудь имбовый брелок и будет полегче. Скрафтил 26 грибных пней и раскидал их по ферме. Мне нужно еще больше денег. 80 тысяч. Обычный понедельник. Выпал первый брелок с довольно слабым эффектом. Ускорение скорости передвижения при критах. Временно побегаю с ним. Выпала душа галактики с мумией. Наверное, самое ценное, что сейчас вообще есть. Выпал очередной брелок. Его эффект все еще не очень нравится мне. И опять брелок. Да я удачлив. Этот уже более-менее нравится мне, поэтому я буду бегать с ним. Последний брелок за этот день. Прикольный эффект, но все-таки отправиться в сундук. С горем пополам смог дойти до 100-го этажа и выполнить этот чудовищный квест. В следующий раз трижды задумываюсь, брать его или нет. Сделал 5 кристалляриумов, а потом закончилось золото. Ну ладно, поставил то, на что хватило. Купил ключ города и душу галактики, потратив на все 60 самоцветов. Почти приблизился к лучшему мечу в игре. Сделал последние 3 кристалляриума и наконец-то завершил свою ОФК ферму алмазов. С утра предупредили о завтрашнем Хэллоуине. Хорошо, что мне даже не понадобится костюм, ведь я и так выгляжу подобающе. Купил у странствующей торговки абрикос и сразу же сдал его Эмили по древнему квесту. Наконец-то их становится все меньше и меньше. В пещерах выпал прикольный брелок, который мне понравился больше моего нынешнего. Возможно, я пробуду с ним очень долго. На Хэллоуине я вновь пошел по лабиринту, но либо я тупой, либо мне не повезло. Потому что куда бы я ни долбился, прохода к желанному сундуку не было. В итоге ушел без всего. Собирая грибы, получил предпоследний уровень мастерства. Осталось совсем немного. Придя к Эмили, опять началась какая-то рандомная вечеринка. Шутки про грибы еще актуальны? На Имбирном острове началась довольно-таки трогательная сценка. Наконец-то Лео решил уплыть в долину Стардию и покинуть этот остров. А ведь совсем недавно я только разблокировал возможность переплывать сюда. После катсцены я направился к торговцу и купил 3-ю душу галактики. Это значит только одно. Бам, бам и бам. Вот он, клинок бесконечности. Осталось лишь зачаровать и перековать его. Тогда уж точно будет безудержная мощь. В конце дня мне показали, где теперь будет жить Лео. Вот попугаям делать нечего. Из тропиков в зимнюю долину летать. Ну что же, вот и осень подошла к концу. Во время нее я успел закрыть коллекцию в музее, получить звездную каплю, подружиться с еще одним жителем, заработать почти 1 миллион и собрать довольно много особых предметов. Также я почти прокачал все навыки и мастерство. Помнится мне, вначале я говорил о рыбных прудах. Как вы поняли, ставить их я все же не буду. Насчет краболовных ловушек, громотводов, грибных пней и подсочников все останется на своих местах. Их я не буду считать фермерством. Да, рыбные пруды не дают очки фермерства, но вот как-то так я решил. Ладно, что-то я разговорился. Пора переходить к зиме. С первого раза выпало лучшее зачарование на меч, а заодно я выковал его дважды на урон. Осталась лишь одна перековка, и у меня будет воистину лучший меч. Последний раз выковал меч и любовался на него еще минут 5. Забежал к малышарику. Надо же узнать, как у него дела вдали от его родного острова. Прокачал мастерство собирательства. Осталось лишь рыбное мастерство. Поймал последнюю рыбу, за что был награжден ачивкой. Еще один гештальт закрыт. Впервые нашел радужную бабочку, а она возьми и насыпь мне денег. Раз уж я такой богатый, то могу позволить себе покупку кинотеатра. В конце дня мне показали, куда ушли мои 500 000. Получил предпоследнюю возможную звездную каплю. Как приятно слышать этот звук раз за разом. Волшебник попросил у меня иридиевый слиток. Вспомнив, что я так-то еще должен ему темную эссенцию, я прихватил все это добро, пришел к нему и выполнил сразу 2 квеста. Решил расколоть все свои загадочные коробки. Выпало много прикольного лута. Увидел свое полумиллионное творение. Купил сразу 2 билета в кино и пригласил, не поверите, Сэнди. Посмотрел фильмец, не понял, за что 2000 отдал, ушел. Получил автопоглаживатель в пещерах. Лучше вам не знать, что я буду с ним делать. С утра предупредили о завтрашнем празднике. Как же я не хочу на него идти. Прикупил себе целую кучу букетов, даже не знаю зачем. Купил каталог животных у Марни. Как-никак навык, хоть и бесполезный. Выполнил первый квест енота. Осталось еще много. Утром ко мне зашла Джоди с приглашением в гости. Только надо принести большеротого окуня. Так как сегодня праздник, я не могу толком никому сделать подарки. Поэтому придется все-таки пойти на него. У торговца купил себе елку. Зима ведь. Как обычно, занял первое место. Получил билетик, и на этом этот день закончился. В магазине Пьера встретил какую-то странную катсцену. Почему мой персонаж постоянно за кем-то сталкерит?
В клинике Харви тоже наткнулся на катсцену, но уже с Мару. Хотя бы тут не сталкерю. Спустил себе билеты в автомат в домике мэра. Получил книжку на более быструю дружбу и много классных шмоток. В вулканической пещере получил предпоследний из достающих брелоков. Не сказать, что я за ними охочусь, просто падаю так удачно. Зашел в пособку в гильдии и получил предпоследнюю книгу навык. Правда, с последней будут проблемы. В очередной раз сходил в кино с Сэнди. Как-никак халявные очки дружбы. Получил модную шляпку, но решил, что она выглядит не настолько классно, как моя прежняя. Купил у странствующего торговца тыкву и закрыл древнющий квест от Кэролайн. С утра Вилли попросил поймать ему змеезуба. Окей. На этой ноте вы можете официально заявлять, что я завел себе целый гарем. Оказывается, у меня уже есть все уровни мастерства. Каким-то образом я пропустил этот знаковый момент, но сам факт ясен. Еще одна цель прохождения выполнена. С утра пришло странное письмо от Эмили, в котором она приглашает меня на авантюру к мэру. С каждым днем все страннее и страннее. Зашел к Пенни. В итоге получил 2 катсцены подряд. Ну, игра дает. Взял квест на твердую древесину от Робин. Пусть висит. Может, смогу выполнить. Ну что это? Буквально час не прошел, и я получаю уже 3-ю катсцену с Пенни. Переименуйте игру в Пенни Вали, раз уж на то пошло. Зашел в пещеру мастерства и разблокировал последнее мастерство, за что получил милое сообщение и музыку. Сделал кузницу и наковальню, после чего принялся перековывать брелок. По итогу за более чем 30 перековок и 100 потраченных иридиевых слитков я получил шиш с маслом, а не максимальный уровень. Даже с чарами на инструменте совершенно не везло. В итоге потратил больше 100 тысяч в никуда. Утром пришло письмо от Пенни с извинениями. Ну уж нет, за 3 катсцены в ряд я ее не прощу. Очень быстро нашел радужную бабочку. Она еще и осколок дала. Неплохой подарок. Гарем пополняется. Сегодня мне прямо очень везло. Так много радужных осколков за день мне еще не падало. Ну, наконец-то. Получил нужные мне чары на удочку. А то все эффективные, да эффективные. С утра снова попытал удачу и попробовал перековать брелок до 5 уровня. И на предпоследней перековке мне наконец-то повезло. Потратил я на это слишком много ресурсов. С утра пришло письмо от Кэролайн и почему-то выполнился квест сначала. Даже как-то обидно. Я думал, он со мной до конца прохождения. Выпало кольцо горячего кофе. Кроме как в сундук, ему некуда идти. Газ просит достать ему кокос. Хорошо, что у меня их целый склад. Выполнил проект Робин. Очередной квест со специальной доски объявлений. Купил книгу рецептов у продавца книг. Разблокировал 2 рецепта. Но зачем? Не знаю. Сдал сразу 3 квеста подряд. Уже мозоль на глазах натерли. Вспомнил о награде за квест с имбирем, который я выполнил еще вчера. Впервые выпали тотемы дождя. Поздновато, конечно, но и на том спасибо. В домике Робин увидел катсцену с кроватью, которую она собрала из моей древесины. Это все круто, но могла бы в честь этого и подарить мне ее. Пришлось покупать. Решил заменить старые печки на улучшенные. Чего рецепту пропадать? Сделал компьютер. Зачем? Да черт его знает. Забрал прошлые призовые билетики и взял новый квест на опасного радужного слайма. Зашел в домик мэра. А тут... Мама родная. Что за БДСМ игры? И почему меня сразу в них не позвали? В пещерах буквально сразу же нашел этого слайма. Можно считать, что это самый простой квест из недавних. О, еще один. Сдал квест волшебнику, а он буквально послал меня. Ну, слышал тебя, родной. В домике у Джоди и Кента меня вновь застала катсцена. Но тут Кентафарик испытывал проблемы с ПТСР. Обидно, печально, я пошел. Пришел к Линту, чтобы расколоть все скопившиеся древние клады. Вечером забежал в домик Джоди и Кента с большеротым окунем в инвентаре. И снова поймал катсцену. Они бесконечные, что ли? Ну хотя ладно, эту можно было ожидать. Я тут на свой баланс глянул и увидел первый миллион, который я никуда не потратил. Это уже 4-й раз. Придя домой, я услышал звонок телефона, но мне никто не звонил. Все-таки шизофрения, понял. Занимаясь утренней рутиной, выбил неплохую еду из коробки. На перезине звезды закупился тонной окон со шторами, решив, что они подойдут ко мне домой лучше прежних. Вручил Кенту радужный осколок, а моим тайным другом стал... Алекс. Подарок, конечно, подкачал. Решив, что больше мне тут нечем заняться, я ушел с пира. Последний день я просто ходил по долине и раздаривал всем подарки, пытаясь найти бабочку. Бабочку я так и не нашел, но отношения со всеми поднял неплохо. В какой-то момент я уснул, поговорил с дедушкой, и зима наконец-то закончилась. Подведем итоги зимы и сравним, что изменилось за год. За зиму я прокачал абсолютно все навыки и мастерство, собрал почти все особые предметы и способности, подружился еще с 5 жителями, получил предпоследнюю звездную каплю и поднял неплохие деньги. Если мне повезет, то 3-й год станет последним в этом прохождении. А теперь сравним прогресс целей, каким он был в начале игры и каким стал. Кстати, заранее отвечу на некоторые вопросы. Количество звездных капель и специальных предметов специально указано именно такое.
потому что одну из звездных капель я не смогу получить, так как она дается за сладкую самосветинку. Особый предмет же я мог получить, но только если бы немного продвинулся по квесту городского клуба в начале. А так сейчас я никоим образом не могу получить его. По итогу прохождение идет довольно быстро и неплохо. Имбирный остров дал неплохой буст к развитию, как и пещера мастерства. Ну а пока что спасибо за просмотр. Был рад снимать вторую часть этого прохождения. Если у вас возникнут какие-то вопросы о моей глупости или критика, буду рад ответить вам в комментариях. Удачи вам и до новых встреч!